Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Muse. Это группа из Великобритании, популярность которой не стихает на протяжении десятилетий. Английское трио существует в неизменном составе аж с 1994 года. За это время они успели рассказать несколько историй о заговорах, собрать гигантскую фан-базу и разбить оборудование на сумму примерно в парочку миллиардов. Возможно, древнегреческая мифология и подразумевает существование 9 муз, но этой английской группе было достаточно всего 3 человек, чтобы добиться успеха. Вокалист и гитарист Мэтью Беллами, барабанщик Доминик Ховард и басист Крис Уолстенхолм. Любопытно, что ни один из участников Muse не родился в колыбели группы Тинмуте. Идейный вдохновитель и вокалист коллектива Мэтью Беллами, к примеру, появился на свет в Кембридже. Это великое событие произошло 9 июня 1978 года. Кстати, Мэтью – это сын Джорджа Беллами, игравшего в некогда известной поп-группе The Tornadoes. Правда, на момент знакомства со своей будущей женой музыкант, что называется, таксовал для души. В 6 лет будущий фронтмен Muse начал осваивать фортепиано. В 11 осмелился взять в руки гитару. Ну а в 12 уже впервые выступал на сцене. Барабанщик Доминик Ховард, которого поклонники часто ласково зовут Домом, родился в 1977 году в Стокпорте. В Тинмут он переехал в возрасте 8 лет и тут же увлекся барабанами. И первыми музыкальными фигурами, вдохновившими его, стали школьники, участвовавшие в локальном джаз-бенде. Ну а будущий басист Muse Крис Уолстенхолм появился на свет в 1978-м в Роттерхеме. Однако впоследствии переехал в Тинмут, где и познакомился со своими будущими коллегами. Переезд не повлиял на его футбольные предпочтения. По сей день музыкант болеет за местный клуб Роттерхэм Юнайтед. Началось в 1994 году, когда школьные товарищи Крис, Мэтью и Доминик выиграли школьную битву групп. Эти ребята выгодно выделялись на фоне конкурентов бешеной энергетикой. Они, не стесняясь, крушили все вокруг, при этом не забывая хорошо играть. Подобный триумф никак не вязался с университетским будущим, поэтому все трое отказались от идей высшего образования и всерьез занялись музыкой. Легенд о том, как именно группа пришла к своему нынешнему наименованию, великое множество. Однажды их знакомый пошутил, что Тинмут захватила муза. Именно по этой причине в городе появилось очень много молодых рок-групп. Нашим героям показалось, что словечко «Muse» звучит броско и будет отлично смотреться на афишах, поэтому решили на нем и остановиться. Окончив школу, Беллами отправился колесить по Европе. Собственно, в Греции он и написал первый хит «Muscle Museum». Беллами пел о старом конфликте между телом и душой, когда части твоего существа хотят разного и в итоге не дают друг другу сделать ни того, ни другого. Жалостливый тон песни хорошо отражен и в клипе Джозефа Кана, где жители комфортного и счастливого пригорода постоянно плачут. При этом в самых заурядных бытовых ситуациях, во время вождения, за едой или чистя зубы. Ну а при чем тут мышечный музей, спросите вы? Да ни при чем. Беллами так долго не мог придумать для песни подходящего названия, что в итоге просто открыл словарь, нашел родное слово «Muse» и взял обрамляющие его слова. Музыкальный журналист и диджей Стив Ламак первым поставил композиции на национальном радио. Успех был гарантирован. Затем коллективу повезло сотрудничать с компанией Maverick Records, устроившей им несколько концертов в США и подписавшей с Muse контракт.
В этот же период состоялись удачные сделки с несколькими европейскими и австралийскими лейблами. Команда выпустила дебютный альбом, куда вошли лучшие треки, придуманные с момента основания. После этого участники отправились в тур, выступая на разогреве у групп вроде Red Hot Chili Peppers и Foo Fighters. Ну а пластинка в итоге получила золотую, а затем и платиновую сертификацию. В 2001 состоялся релиз второго альбома. Об интересах Беллами свидетельствовало его название, подчеркнутое из книги по теории мироздания, где была глава «Теория происхождения симметрии». Во время студийных записей исполнители много экспериментировали со звучанием, использовали в качестве инструментов кости и когти животных, а также молнию на брюках. Все это придало песням оригинальное и неповторимое звучание. Критики и фанаты оценили старания музыкантов высоко, а сама пластинка превзошла успех предыдущего релиза, получила двойную платиновую сертификацию. А спустя годы этот альбом вообще был помещен на 74-ю строчку в рейтинге 100 лучших альбомов в истории по версии издания Q. Два сингла с этого альбома еще более укрепили авторитет группы. Они чуток не дотянули до топ-10, зато зарекомендовали Мэтью как оригинального гитариста и сочинителя весьма запоминающихся рифов. Любовная лирика этих песен, по словам автора, была замешана на страхе перед расчеловечивающими бездушными технологиями, где тело неважно и все соединены в одну сеть. Полноценно отразить эту идею в клипе опять-таки не удалось. Вместо задуманных человеческих конечностей, ползающих около музыкантов, режиссер изобразил женщин-андроидов с торчащими из тела щупальцами. Следующий альбом вывел группу на вершину британского хит-парада. Хотя лирика композиции еще весьма расплывчата, названия говорят сами за себя. «Бабочки и ураганы». Эта песня отсылает нас к математической теории хаоса, где утверждается, что в неустойчивой системе малейший толчок способен привести к глобальным последствиям. Образно говоря, трепет бабочки может вызвать ураган. По версии Беллами, это вселяет уверенность в возможность одного обычного человека изменить целый мир. В песне же «Мелкий шрифт» поется о неком договоре с дьяволом и о том самом тексте мелким шрифтом, который ленится читать, подписывая документ, и в котором заключен весь подвох. Придать песням новые оттенки восприятия помогают и клипы. Особенно ярким стало видео красивой и грустной песни «Петь во прощение». Мы видим, как космический корабль с группой на борту улетает с замерзающей планеты на поиски нового пристанища. Преодолев множество испытаний, корабль приземляется на планету-пустыню, которая оказывается бывшей Землей. Тут стоит отметить, что Беллами сторонник теории экзогенезиса, то есть инопланетного происхождения земной жизни. Ну а альбом привел к тому, что группа впервые выступила как хедлайнеры британского фестиваля Гластонбери в 2004. Правда, столь важное достижение было омрачено внезапной смертью отца дома. Вскоре после того, как он посмотрел выступление сына, его сразил сердечный приступ.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Как вы думаете, какой мировой рекорд установили Muse? Самое большое количество грузовиков со сценическим оборудованием? Самая высокая нота, спетая на рок-альбоме? А может, самая дорогая фотография для обложки этого альбома? Как бы не так, Мэтью Беллами оказался главным разрушителем в истории музыкальной индустрии. В 2003 и 2004 годах Muse колесили по миру в поддержку своего альбома, и в рамках этих гастролей группа отыграла 175 концертов, на которых Беллами разбил аж 140 гитар. Ни одному другому музыканту это достижение не покорилось. Ни до, ни после. Благодаря уничтоженному оборудованию Muse угодили в книгу рекордов Гиннесса. Правда, осколки от гитар Мэтта, в свою очередь, несколько раз угодили в барабанщика Доминика Ховарда. И после контактов с отлетевшими кусками дерева ему как минимум трижды приходилось оказывать медицинскую помощь. Четвертый альбом вышел в 2006. По словам фронтмена, он выбрал именно это название, потому что «Черные дыры» и «Откровение» — это две темы, которые стимулируют его воображение больше всего. К этому моменту солист еще серьезнее увлекся теориями заговора и политическим бедламом, и каждая из тем так или иначе определила содержание пластинки. К слову, даже обложка свободно интерпретирует классический образ четырех всадников апокалипсиса. Кроме того, альбом содержал мощный суперхит «Сверхмассивная черная дыра». Наверное, одну из самых известных и необычных песен коллектива. То, что песня особенная, Мэтью Беллами хорошо понимал и сам. Потому и издал эту песню первым синглом перед самым выходом альбома, чтобы вызвать нужный ажиотаж. Фишка песни заключалась в том, что здесь ребята решили добавить в свой фирменный коктейль модные танцевальные ритмы. Текст песни звучал тоже в каком-то смысле игриво-пародийно, хотя и не обошлось без излюбленных Беллами космических образов. В клипе же на песню мы можем наблюдать целую кунсткамеру фриков, музыкантов в масках и женщин в причудливых костюмах, под которыми нет ничего, кроме космической бездны, той самой всепоглощающей черной дыры. Песня бы и так была хороша, но тут ее вдобавок заприметила Стефани Майер, автор нашумевшего романа «Сумерки». На экраны вот-вот должен был выйти первый фильм по этой сентиментальной вампирской саге, и писательница попросила эту песню для саундтрека. Стоило песне прозвучать в сцене, где кровососы лихо играли в бейсбол, как продажи сингла выросли ровно в 2 раза. Мировой экономический кризис 2008 года только подогрел мятежные взгляды Беллами. Наблюдая из окна своей квартиры в центре Лондона за массовыми протестами, приуроченными к собранию стран так называемой «Большой двадцатки», лидер Muse пишет откровенный протестный гимн под названием «Восстание». Сам Беллами шутил, что специально написал эту песню в духе футбольного гимна, чтобы ее можно было скандировать, протестуя против банковской ситуации.
На песню сняли эффектный клип с игрушечным городом и бунтующими плюшевыми мишками. Забавно, но эта антиимпериалистическая композиция стала самым успешным синглом Muse в США. А в 2009-м художественный руководитель Ватикана Джулио Нерони включил ее в список песен, способных достучаться до сердец благожелательных людей. Пятый альбом увидел свет в 2009. Пластинка получила название в честь одного из треков, а он, в свою очередь, был вдохновлен известной антиутопией Джорджа Оруэлла. Считается, что этот альбом – самая коммерчески успешная работа Muse. Она также принесла группе и Грэмми в номинации «Лучший рок-альбом». И это несмотря на то, что лонгплей завершала трехчастная сюита. Впрочем, ни прежде, ни после Muse никогда не были так близки к тому, чтобы писать по-настоящему прогрессивную рок-музыку. Некоторые представители музыкальной прессы их за это даже критиковали. Сюита показалась им скорее карикатурной, нежели серьезной заявкой на творческую эволюцию. Тем не менее, среди тех, кому альбом понравился, затесались и куда более значительные авторитеты. Например, гитарист Queen Брайан Мэй. Шестой альбом Muse, получивший название «Второй закон», во многом продолжил политические идеи предшественника. Согласно концепции, трек-лист рассказывает историю о планете, качество жизни на которой потихоньку ухудшается. Само название Беллами позаимствовал из физики, а точнее у второго закона термодинамики. Что до обложки альбома, то она изображает нейронные сети в человеческом мозгу. Кажется, поклонникам можно было бесстрашно прогуливать школу, ибо музыканты и так научили бы своих слушателей основам обществознания, физики и даже биологии. Увы и ах, невзирая на смелость экспериментов и какую-никакую свежесть звучания, лонгплею не удалось завоевать Грэмми ни в одной из полученных номинаций. Единственный раз, когда басист Muse Крис Лоустенхолм все же отошел от привычного амплуа и попробовал свои силы в вокале, произошел в 2012 году. Две песни на альбоме «Второй закон» написаны и исполнены им. Оба трека посвящены тому, с каким трудом музыкант выбрался из алкогольной зависимости. В остальных же случаях Лоустенхолм выступает в роли бэк-вокалиста. Многие фанаты Muse выражают уверенность, что эти два альбома стали вершиной творчества группы. Альбомы, вышедшие впоследствии, ориентировались скорее на выпуск хитов, способных заполнить стадионы. Коллектив уже меньше думал о глубине, многогранности и концептуальности своей музыки. Но это, конечно же, дело вкуса, потому что их популярность при этом вовсе не пошла на спад. Несмотря на то, что группа заняла довольно уверенное место в мейнстримной нише, Muse все равно продолжали гнуть линию и жить ради конспирологических теорий и сложных концепций, завязанных на политическом хаосе. Из этого родился их седьмой альбом, вышедший в 2015 году. Как очевидно из обложки,
Здесь Мьюз пытались прокомментировать искусный навык политических масс манипулировать людским сознанием. Согласно истории релиза, лишенный надежды герой легко поддается пропаганде и становится одним из дронов. Это, в понимании Беллами, метафорические психопаты, совершающие злодеяния без искупления. Он также поделился весьма заумной сентенцией, согласно которой миром управляют дроны. Они используют дронов, чтобы превращать людей в дронов. Этот альбом отслеживает путь человека от абсолютной беспомощности до победы над угнетателями. Финал у пластинки, несмотря на столь трагичное начало, все-таки хороший. Следом за этим альбомом группа еще больше увлеклась футуризмом. Это отлично заметно по визуальной стилистике их следующего альбома. Любопытно, что обложку для него создал Кайл Ламберт, художник, породивший культовый логотип шоу «Очень странные дела». Как и создатели сериала, музыканты активно использовали культуру 80-х как источник вдохновения. Так что вот вам квест. Попробуйте посмотреть клипы Мьюз этой эры и найти отсылки на Майкла Джексона и фильм «Назад в будущее». После этого, как известно, грянула пандемия. Группе, тем не менее, удалось выйти сухими из воды. К моменту массовой отмены концертов и премьер альбомов они уже откатали гастроли и могли выдохнуть. Расслабившись у себя дома, Мэтью Беллами спокойно наблюдал за творящимся хаосом и собирал материал для новой пластинки. Альбом вышел в 2022 году, и критика, и поклонники приняли его неоднозначно. Недовольные отмечали, что Мьюз уже который альбом подряд поют об одном и том же, и, можно сказать, занимаются самоповтором. Беллами, тем не менее, нашел, что на это возразить, и заявил, что лонгплей — это сборник лучших хитов, состоящий исключительно из новых песен. Каждому пришлось решать для себя, что есть стабильность, признак качества или стагнации. Говоря об альбоме, участники рассказали, что он был создан под влиянием растущей нестабильности и неопределенности в мире. Это и пандемия, и войны, и массовые беспорядки, и стихийные бедствия. Поэтому в текстах преобладает тревожное настроение, отражая страх авторов. Пока не очень ясно, куда Мьюз держит путь теперь. Станут ли они и дальше развиваться за счет привычных для себя тем, или попробуют себя в чем-то новом, покажет время. С другой стороны, есть ли в этом необходимость? Если благодаря увлечениям фронтмена группе удалось выбить себе отличную нишу, которой уже появились последователи. Музыка таких молодых коллективов, как Royal Blood и Nothing But Chiefs, насквозь пропитана влиянием Мьюз. А это, пожалуй, лучший комплимент любому опытному творцу.